Привет, вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон. А 2020 год выдался таким годом удаленки, дистанционки и так далее. В Дюссельдорф не приехали все, кого мы хотели бы увидеть, и поэтому я напоминаю, что вы смотрите такой альтернативный удаленный онлайн Дюссельдорф, альтернативная выставка. Мы ездим по заводам, и мы все сейчас еще на заводе ЛМЦ, потому что хотим вам показать уже третий интересный прицеп от этого завода. Он за моей спиной, это такой премиального класса прицеп, и давайте мы его посмотрим. «685 VIP» называется модель, и кроме вот этих букв, надписи с короной, о том, что это VIP-прицеп, говорит и вот это большое окно, которое мы обязательно с вами увидим сейчас внутри. Оно прям такое панорамное, просто хотел сразу вам его снаружи заявить. И вот это вот часто у нас обклейка в основном на внешней стене, здесь это прям покрашено, то есть вся вот эта вот визуальная история является уже сразу частью окраски стены. И это достаточно классно, и сразу вот при ближайшем рассмотрении, может быть, через видео это обычно и незаметно, но когда ты стоишь около этого прицепа, это сразу бросается в глаза. Идем по традиции внутрь. Внутри у нас все дорого-богато. Вот эта столовая группа просторная, большая, обита все кожей, то есть сиденье кожаное. Это очень приятно на ощупь, она такая какая-то мягко-бархатистая кожа, светлая. Стол. Очень интересная система, с помощью которой это превращается, конечно, в столовую группу, потому что если вы видите вот эти некрасивые подушки, не подумайте, что это как-то у нас предусмотрено и вот так просто вдруг тут что-то некрасивое оказалось. Нет, они просто техническую функцию имеют. Тянем ручечку чуть-чуть вверх, и стол вот таким образом опускается. Здесь нужно его задвинуть под подушку, и там такие резиновые ножки попадают в специальные углубления. Вот, все, стол опустился, и мы сюда вкладываем вот эти подушки, которые технически, главное, свою функцию выполняют на 100%. Я, в общем, не попал этими резиновыми ножками сейчас в углубление, но, понимаете, это, естественно, превращается в единую ровную поверхность. Все это вы уже застилаете каким-то наматрасником, чтобы было приятно спать не на коже, и получаете вот такую огромную двуспальную кровать. К сожалению, прицеп стоит на заводе, и поэтому он не подключен к сети, нету аккумулятора, мы буквально выпросили его нам показать, и поэтому свет никакой не горит. Как выяснили мы в первом обзоре, вот это в углу, это не ручка, это светильник. Сейчас я отчетливо вижу за ним светодиодную ленту, которая будет светить, получается, на вот этот вот бежевый, скорее такого цвета айвери, светлый фасад глянцевый, но здесь я обнаружил снизу еще один точечный светильник, то есть здесь будет вот такой источник света, который у нас светит прямо направленно из-под вот этого декоративного элемента. Также есть еще вот здесь споты, которые, по всей видимости, включаются сенсором, и плюс за вот этим выступом везде спрятана светодиодная лента. То есть света здесь, как и везде в современных прицепах, предостаточно. Шкафчики вот такого примерно объема, все одинаковые, глянцевое покрытие, и вот эта фирменная штука от ЛМЦ, что нету никаких защелок на ручках, то есть только на кухне в основном встречаются. Сейчас здесь тоже проверим. У нас защелки. Здесь мы просто тянем на себя дверь, она открывается, то есть есть специальный фиксатор, который фиксирует ее без каких-либо дополнительных манипуляций. Что интересно в этом прицепе, то что здесь есть много таких моментов, которые заточены хорошо под работу как на газу, так и на электричестве. Сейчас мы будем поэтапно их изучать. Подо мной вы видите печь Трума, которая работает от газа, то есть, соответственно, мы поворачиваем рукоятку, у нас запускается, отсюда идет теплый воздух, работает от газа. Но здесь же я вижу кнопочку, рукояточку, регулировку от Трума Авента, которая работает от 220 вольт при подключенной к сети кемпинга. То есть у вас есть вот такая универсальность. Ниже розетка 220, правда, она британского типа, но, соответственно, естественно, если это поедет в Россию, это будет обычная розетка европейского стандарта. Просто в целом вот этот прицеп конкретно собран уже под британский заказ, то есть в Британию. Выше у нас, я сижу, я не знаю, как назвать этот выступ, но здесь, по крайней мере, прячется внизу печка и ее обслуживание, доступ к ней. Есть вывод какой-то непонятный под провода, то есть, по всей видимости, можно здесь повесить телевизор с кронштейном, а выше у нас вот такой прозрачный шкафчик. Это какое-то толстое оргстекло, и это тоже толстое оргстекло, за ним зеркало. Подсветка там, давайте проверим, есть, нет.
Ну, я, по крайней мере, не вижу. И, кстати, здесь название прицепа красиво тоже внутри выгравировано на зеркале. Правда, нету никаких фиксаторов под бокалы, то есть, по всей видимости, надо что-то ставить, что будет и так хорошо стоять, или на стоянке использовать этот шкафчик, потому что в дороге, конечно, здесь бокальчики попадают. Далее по борту у нас левому вторая столовая группа, небольшая, вот такая компактная. Скорее, может быть, рабочее место, то есть можно здесь оборудовать, например, себе мини-офис, там будет столовая часть, где все жители этого прицепа будут кушать, а здесь у нас, например, будет для работы за компьютером или что-то еще. Ну, конечно же, это тоже превращается часть в отдельную кровать, односпальную, такую, кстати, по длине, не знаю, да нет, должно нормально быть. Сейчас быстренько вот таким образом проверим. 1,80 м мой рост, не буду раскладывать, но лечь попробую. Да, если убрать подушки в изголовье и в ногах, то я здесь без проблем помещаюсь на этой кровати. То есть можно считать, что это не детская, а полноценная еще односпальная кровать получается в этой зоне. Как и в случае с основной кроватью, с помощью вот этих подушечек мы получаем ровную поверхность. С противоположной стороны, по правому борту у нас кухня. Конечно, вот отдельно большая мойка Dometic. Не понимаю, правда, почему поставили здесь такой модуль, который кран складывается. Чисто, на мой взгляд, и вкус, вот такие складывающиеся краны как-то у меня ассоциируются с большим таким экономом. Но, во всяком случае, это очень популярный вариант от Dometic с таким краном, вот такой мойки. Она отдельным модулем, потому что дальше у нас идет плита Tedford. К разговору об универсальности газ-электричества, у плиты здесь есть вот электрическая часть, то есть которая нагревается, обыкновенная вот такая, как это называется-то, керамическая панель, которая разогревается. Правильно назвал? Керамическая, нет? В общем, поправьте меня в комментариях, если я не прав. Ну, в общем, вот этот блин, который греется от электричества, и 3 газовых огня. В этой же части плиты у нас 2 как бы духовых шкафа. Я полазил, посмотрел, один из них абсолютно точно верхний, газовый. Здесь есть газовая горелка. По логике самой плиты, я так понимаю, что этот духовой шкаф электрический. Особенно учитывая, что здесь указана мощность. Надеюсь, я не ошибаюсь. Здесь указано вот 230 вольт, 50 гигагерц и вся вот эта вот история. Поэтому, по идее, вот это у нас духовой шкаф электрический, это газовый. Достаточно интересно и удобно это реализовано. Давайте сразу, как коли мы уже здесь присели, опустились, посмотрим, что здесь у нас. Просто небольшой шкафчик под духовкой, под плитой. 5 килограмм нагрузка на вот такой ящик, пластиковый лоток. Такой интересный, с металлическим ограничением сделан внутри. Дальше большой ящик аналогичный, с пластиковым контейнером, металлическим ограничением. Тоже 5 килограмм максимальная нагрузка. И выше лоток для посуды и краники для перекрытия газа к холодильнику, к бойлеру и к плите. Чуть ближе к выходу еще один шкафчик расположился. Не знаю, насколько уже его относим мы к кухне или нет, но во всяком случае вот шкафчик. Можно его использовать как при входе. Также интересная история заключается в том, что здесь у нас то, что мы часто видим в венах и в каких-то очень компактных историях, где не хватает места, делают вот такую дополнительную столешницу. Здесь вроде места предостаточно, а столешницу все равно сделали, и это не может не радовать. И она достаточно удобна, с двух сторон рукояточками. Защелкивается, отщелкивается, все это удобно, вот прям честно, мне все нравится. Отделка в этом прицепе меня радует. Я в прошлых обзорах от ЛМЦ ругал немного вот этот оранжеватый внешний вид у вот этой имитации дерева. Ну, чисто вкусово мне не нравится, кажется достаточно старомодным, по-моему, клен называется этот вариант. А здесь же у нас все такого светлого, липовый мед напоминает по отделке сделано, и выглядит это дороже, как-то и качественнее, глаз радует, по крайней мере современнее. Хотя, конечно, эта штука вкусовая, я вообще в целом предпочитаю темные фасады, но должен признать, что эти выглядят достаточно неплохо. Ниже везде вот эти вот глянцевые полочки, которые решены в таком вот цвете айвери, который у нас здесь фигурирует везде. Продолжая разговор про как раз-таки отделку, холодильник, вот что мне нравится делает ЛМЦ, то что в холодильнике Tedford, который мы видим с вами везде и всегда, но сколько мы не смотрим, в основном всегда здесь вставляют обыкновенная вот эта часть, глянцевая черная, и холодильник либо просто черным пятном, либо в каких-то уже более дорогих версиях как-то это еще маскируют отдельным фасадом. Здесь сохраняют стандартный фасад Tedford, но вот эту именно вставку делают в цвет остальных фасадов. Отличное решение, по-моему.
Холодильник Тедфорд, как я сказал, мы его часто с вами смотрим. Внутри у нас морозилочка, он универсальный. Почти всегда в санливингах такая же история стоит. Ну, то есть такой универсальный популярный холодильник. Газ, электричество 12-220. Внизу тоже есть небольшая дверка, за которой, по идее, да, просто обыкновенный шкафчик. Плавно мы подобрались к основной спальне, и она, разумеется, отделяется от общего пространства дверью. И в данном случае это вот такая жесткая дверь из 3 частей, которая задвигается и выдвигается. В принципе, в большинстве своем эти двери требуют, чтобы в дороге они были закрыты. Но в прицепе вы в любом случае путешествовать внутри не будете, поэтому просто не забывайте закрывать ее и фиксировать на вот такой ремешок, если вдруг у вас окажется такой прицеп. При входе сразу вижу шкаф с маленьким гардеробом в верхней части, то есть есть там палочка и какая-то ручка, которая регулирует антенну. То есть здесь уже установлена антенна на крыше, которая, по всей видимости, вот провод уходит в стену и ведет к какому-то такому разветвителю. И я вижу ТВ-розетки здесь, сейчас я вам их покажу. То есть у нас на крыше антенна, мы ее можем здесь в шкафчике подправить, подрегулировать, чтобы был лучший сигнал, и у нас будет телевизор. Телевизор сам должен быть размещен вот здесь, я так понимаю, поскольку здесь у нас есть для него специальная подставка, которая при этом вот на таком гибком креплении. Его можно развернуть в сторону общей гостиной, маленькой вот этой нашей столовой группы. То есть туда, куда надо, туда он вам и смотрит, и размещение его достаточно удачное, надо отметить. То есть его по-настоящему легко видно, или вообще никуда можно не выдвигая, смотреть его с кровати. И вот сюда выходит как раз-таки розетка телевизионная и 12 вольт, 2 розетки 220 вольт и выключатель. Фирменный для LMC выключатель, такой 4 сектора на одной кнопке, и мы нажимаем на нужную и переключаем освещение. Уж очень они мне понравились, выглядят симпатично и очень приятно щелкают на ощупь. И вот это панорамное окно, которое мы видели с вами снаружи, оно находится как бы в ногах кровати. Вы можете приехать куда-то, поставить прицеп боком к какому-то красивому месту, открыть вот это окно и наслаждаться вот этим видом, завесить вот так шторки, чтобы их развивал ветер. По-моему, шикарно это все выглядит. Прям полноценная спальня. Ну и, конечно же, огромная кровать у нас здесь находится. Сейчас мы ее с вами внимательно посмотрим. По большому счету, это большой вот такой ортопедический матрас. Я уже говорил в прошлых обзорах, что чем-то очень напоминает кокосовое такое наполнение, плотное внутри матраса, сама его суть, сама его основа. И сверху что-то мягкое, синтепон, по всей видимости. То есть ты на него кладешь вот руки или ложишься, очень мягко снаружи, и при этом плотная такая ортопедическая основа. Давайте поднимем, посмотрим, что под кроватью. Кровать поднимается целиком, а внизу вижу бак с чистой водой. Бак очень маленький, но, наверное, так и должно быть, потому что, как я уже ранее говорил, прицепы, вообще такая концепция их не для того, чтобы где-то автономно долго находиться без коммуникации, а по сути это своя дача, которую вы привозите там где-то, особенно такие большие, как этот, все-таки уже достаточно большой прицеп, это такая дача, которую вы привозите раз в сезон или там 2 раза в сезон в какое-то место, в какой-то кемпинг, в какое-то классное место, где вам красиво и хорошо, подключаете к коммуникациям и живете. Это дом, это не для того, чтобы в нем ездить. Потом вы можете построить просто дачу, но тогда она будет всегда в одном месте. А здесь вы можете за лето, допустим, сменить 2-3 места, а может быть просто раз в сезон или в летний сезон приезжать в один и тот же кемпинг летний, а зимой в зимний. Вот эта концепция в целом, она как бы не способствует тому, чтобы вы с собой возили там много воды. К тому же, если у вас будут большие баки, скорее всего, в дороге вам будет дискомфортно везти это каким-нибудь легковым автомобилем. А в прошлых прицепах от LMC мы вообще не было душа, мы его не нашли, потому что его там не было. Их можно, конечно, туда поставить опционально, но вот с завода вообще не ставят душ, только туалет, чтобы ночью встали, сходили в свой, а душ, пожалуйста, в общей кемпинге. В изголовье кровати, конечно, у нас есть небольшие вот эти вот шкафчики, тоже с глянцевыми фасадами и без всяких стопоров, просто тянем на себя. Также в изголовье светильники от Dometic трекинговые, и, соответственно, мы можем передвигать их, переставлять куда нам необходимо, добавлять, например, USB-модули. Как мы выяснили в прошлом обзоре, они существуют вообще в природе. Можно сюда поставить USB столько, сколько вам необходимо от Dometic. С противоположной стороны также есть шкафчик с небольшим гардеробом, абсолютно симметричный тому, что мы видели с другой стороны. И, конечно же, душ и туалет, которые в данной комплектации есть. Перекрываются от общего пространства они тоже жесткой вот такой раздвижной дверью.
Она с глянцевой такой аккуратной вставкой. А в остальном, что могу сказать про туалетную комнату? Она радует тем, что она весьма просторная. Здесь достаточно места, она вот занимает всю заднюю часть. Аккуратные шкафчики с зеркалами, такие немножко архаичные, но при этом они здесь как-то очень органично вписались и меня, честно говоря, не смущают. Алюминиевая раковина, встроена в столешницу. Стоит отметить, что шкаф здесь тоже есть. Справа большой шкаф, в котором можно вешать вещи, потому что есть специальная вот такая для вешалок палочка у нас. Душевая кабина белая, просторная, весьма лаконичная. Интересный такой выступ. Наверное, как раз таки для того, чтобы присесть. Я так на это надеюсь. Сяду, сейчас посмотрим. Да, ничего не хрустит, не скрипит. Видимо, так и рассчитано, так и задумано. Тут есть такие желобки, чтобы вода стекала. Места здесь прям много, прям хорошо. Кран весьма современный, вот такой угловатый. Мы где-то его уже встречали часто в этом году. В остальном, в принципе, все просто. Я бы не сказал, что там как-то ультрасовременные какие-то находки, но при этом ничего такого смущающего и режущего глаз нет. Кроме, наверное, вот этих капелек на стекле, на душевом стекле. Сейчас бы, наверное, чаще делают просто какую-то матовое стекло. Здесь оно вот так вот решено. Но, опять же, почему-то оно мне здесь глаз не режет. Может, я уже так воспринимаю. Пишите в комментариях ваши ощущения. В обзоре в Дюссельдорфе на Нотин я сказал, какие молодцы, сделали вот сушилку для полотенец, которой практически никогда нету, есть только иногда палочка и посередине. И здесь вот в прицепе мы тоже встречаем такую историю, складная сушилка под несколько полотенец, каких-то плавок, что-то можно повесить. Вот это на самом деле классно, интересно, за это вот плюс. И, кстати, душ тоже у нас на таком вертикальном рейлинге двигается. Багажник у нас, по сути, только один, вот этот в передней части, такой технический, то есть все личные вещи чистые вы каким-то образом размещаете внутри или в автомобиле, который буксирует прицеп. Под кроватью есть место, мы с вами видели. Интересная ручка здесь реализована. Я в одном из прошлых обзоров как-то за низ потянул, не сразу я разобрался, в общем, как это работает. Мы поворачиваем вот этот знакомый нам запор, замок, который присутствует за такой крышечкой, крышечку поднимаем вверх, и здесь еще есть ручечка, за которую мы тянем, и вся вот эта крышка выезжает вперед и поднимается вверх. Ну так, туговато, но вполне себе приемлемая она поднимается. Металлическая вот эта часть вся в багажнике, крепление под запасное колесо присутствует, 2 газовых баллона, противооткатные упоры, кассета для серой воды и ручка для того, чтобы выдвинуть ноги, на которые опирается прицеп на стоянке. Я сижу на прицепном устройстве от Алка, стояночный тормоз Алка, вот это все прицепное устройство, система пассивного торможения, все сделано Алка, включая, конечно же, раму. Прицеп LMC 685 VIP мы сегодня с вами посмотрели, по-настоящему такой VIP-престижный прицеп. Мне, честно, по ощущению он понравился. Головой я понимаю, что какие-то моменты в нем выглядят чисто визуально, где-то там архаичненько, еще что-то. Но то первое впечатление, это вот знаете, как когда ты садишься в Volvo, ты понимаешь, что это не какой-то зачастую передовой дизайн или еще что-то, но оно тебя подкупает. Здесь есть какое-то схожее ощущение, ты как-то касаешься этого всего, это приятная кожа, в целом такое все сбитое, аккуратное. Мне нравится. Вот одна плита я открыл, раз гриль, 2 гриль, вот это вот сверху электрическое, газовое, все. Как-то все это очень приятно здесь, подкупает. Мне бы хотелось в таком, как минимум, провести ночь, или пожить в каком-то красивом месте, глядя в это панорамное окно. Это чисто мое субъективное ощущение. Пишите в комментарии ваше мнение, понравилось или нет. Стоить в России этот прицеп будет в районе 60 тысяч евро. Смотрите также другие обзоры. Мы посмотрели более дешевые версии прицепов от LMC. Если вдруг не видели, вот смотрите, переходите на канал. Также в финальной шапке мы сейчас оставим ссылки на ролики. Мы для вас снимаем альтернативный Дюссельдорф, то есть приезжаем на заводы. И вот с завода LMC у нас третий уже это ролик про прицеп. Меня зовут Антон, это канал Яхты на колесах. Подписывайтесь, ничего не пропускайте. До новых встреч, пока!